Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что спешит вашу жизнь до конца марта, что ждет и что прояснится с 20 по 31 число. Март – сезон постепенного весеннего пробуждения, но с глубокими смыслами. Март – это как смена энергии и даже направлений. И у нас до 20 числа совершенно другая палитра энергетическая и астрологическая. Почему? Много энергии рыб. И 19 марта – это у нас новолуние в рыбах. Это некая квинтэссенция или, может быть, кульминация каких-то прежних тем, событий, которые мы обдумывали. У нас к этому было время. И 19-е, если мы говорим новолуние, это всегда новая энергия. И вместе с этой новой энергией 20 числа у нас меняются, самые главные такие светила, Солнце первое, и другие планеты, как будто перестраивается. Сама природа, наверное, и все то, что как Вселенная, тоже переходит в какой-то весенний режим, или мне хочется сказать, режим оптимизма, но и больше, безусловно, жизненной силы. Потому что если у нас до 20 числа Солнце было в рыбах, если у нас Меркурий еще был ретроградный, с 20 числа уже Солнце в Овне, и Меркурий уже в прямом движении, и мы можем смело рассчитывать на то, что больше будет, и притока жизненных сил, больше будет бодрости. Те дела, которые стояли на паузе, постепенно набирают темп и примут как минимум привычный ход. Или шаг за шагом какое-то дело у вас именно прояснится. Может быть, это будет даже касаться тех событий, которые внешне, которые нас окружают. Словом, 10 важных дней, мои дорогие водолеи, в вашей жизни в конце марта. Итак, давайте с вами узнаем. Конечно, будем реалистами. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И первая колода 78 дверей, открытые двери или закрытые. Как 3 подсказки, 3 знака судьбы. Достанем 3 карты, не задаем вопросов. Просто послушаем, что нам карты скажут или куда направят наши мысли, что сейчас важно знать, нужно услышать или принять во внимание. 3 знака судьбы. Что будет важно в последние дни марта. Дополним колодой Таро, и если мы говорим, что же там произойдет и случится в эти 10 дней, почему они будут важны, то здесь могут быть такие повороты судьбы, о которых мы прежде даже не подозревали. Может быть, мы и сами тут изменим видение какого-то дела, процесса, придем к выводу, что раньше это было целесообразно, а теперь уже не важно. Или раньше это было интересно, а теперь уже, даже вообще не откликается в нашей душе. Вот такие метаморфозы даже нас самих могут касаться. Но все же, какой поворот событий ждет вас? И с этим поворотом что связано, что спешит в вашу жизнь, что идет на ваш порог, как мы говорим обычно. Соответственно, что прояснится? Мы говорили с вами, ясности будет больше. Понятно, за 10 дней не все вопросы прояснятся, но мы можем точно прочувствовать, что как дела пошли в гору. Или как будто, какие-то хоть мелкие предпосылки, но есть к тому, что мы идем дальше, и какая-то путаница. Она сама как будто пытается уйти из нашей жизни, пусть так и будет. И по основным сферам жизни, что ждет водолеев, любви в личной жизни – и взаимоотношения в целом. Ваши достижения, ваша работа, планы, важные встречи, важные контакты. У кого-то учеба, у кого-то документы. Что ждет? И финансы также. Что ждет? Давайте узнаем первый знак судьбы. Вот прямо пусть так и будет. Люблю эту карту, она мне определенно нравится. Вот посмотрите. Сидит леди, очень собой довольна. Двери все закрыты, все под контролем. Ключики в ее руках. Вот пусть так оно и будет. И это как знак судьбы. По крайней мере, но это тем не менее карта туз пентаклей, это карта шанса, мои дорогие. У кого-то конкретно может быть получение денег или, если не решение окончательной какой-то проблемы. Хотя такое может быть. Но чаще ведь это туз, это считайте как единица. А если мы разложим на активность, на действие, по нумерологии, то это число от 1 до 6. И стало быть, нам еще до 6
придется пройти какой-то путь. Но поэтому и называется карта шанса, карта возможностей. Иногда это та возможность, которая начинается с какого-то известия, может быть, письма. Но, может быть, не обязательно письмо, это в мессенджере может быть написание. А вот правда какая-то проблема, которую вы можете ее переиграть. Вот именно переиграть, как вот эта девушка. Она раньше думала, что ей вот надо, может быть, как попасть вот в эту дверь. Да, а карта нам говорит: а зачем тебе эта дверь? Ты это вот какой-то метод неправильный как будто избрала, ну или избрал. Перекладывайте на себя. Тут то, что ты вчера считала или считал, тебе это как недостаток или какая-то помеха, сегодня именно это тебе может помочь. Вы, мои дорогие водолеи, ваш знак – это интеллект. Поэтому, правда, вы тут что-то можете переиграть, настолько переиначить, что, возможно, это будет не только для вас неожиданно, но и для окружающих тоже. Вы новаторы, мои дорогие водолеи, это точно. Поэтому какая-то мысль, может быть, она и покажется на первый взгляд шальная, да? Ну, почему нет? Но явно ее не стоит сразу провожать. Есть какая-то деталь, которую, ну, как ухватить нужно, сохранить. И для вас это откроет совершенно другие горизонты. Вот как этой девушке. Зачем тебе в эту дверь? Ты можешь заглянуть за этот забор. И так это панорамно видеть, что там тебе, что тебя ожидает. И вообще, нужно тебе туда или нет. Вот с чем-то вы будете так определяться. Ну, вот все то, что я сказала. Тут явно не ждать. Не ждать, вот знаете, как мы могли, допустим, продумать какое-то дело или, ну вот, что вы хотите осуществить. И расписать даже все по полочкам. Кто-то создал план. А потом мы понимаем, да эти планы не пойдут. Мы можем, с одной стороны, выбор, вот тут будет выбор, это точно. Мы ведь можем оставить все как есть и ждать подходящего момента. А вот карта говорит, что нет, вот тут не ждать. Тут вот именно что-то альтернативное, о котором я только что говорила. Потому что какой-то прежний метод, способ, вариант, он явно так не пойдет. У нас что-то так не получится осуществить, или мы будем долго, ну, условно, постоянно обо что-то запинаться, невидимые преграды. Может быть и так, да? Тут явно, это абсолютно точно, нужно что-то в несколько видоизменить, и тогда вы получите шикарный эквивалент. Вот в чем вопрос. А если будем настаивать на своем, то как будто вот эти двери никогда не откроются. Обдумайте у кого-то из вас, потому что это две карты, которые у вас пентакливые, это основные. Вот в этом знаке судьбы. Поэтому тут какая-то, может быть, история денежная, финансовая, способы заработков. Может быть, это вопросы работы. Вполне вероятно, если вы ищете работу, искать, ну, не в той области или какой-то специфике, где всегда вы это делали, а рассмотреть близлежащие варианты, хочется сказать. Ну, правда, если вы специалист, вы можете употребить, вам, может быть, кажется, вот именно кажется, что вы туда не попадете. А если вы с тонким подходом, хочется сказать, или с каким-то, ну, таким некоторым поворотом, то явно горизонтов будет больше и возможностей. Хочется пожелать, чтобы вы вот этот шанс, ну, или прочувствовали, нашли, или не упустили, мои дорогие водолеи. Второй знак судьбы. При этом будьте внимательны. Я всегда говорю, идею тоже можно украсть. У водолея идей много, ну, в большинстве. И, может быть, если вы кто-то скажет, да нет у меня никаких идей. А вот, значит, то, что вам, ну, ваш разум посылает, вы могли, знаете, именно отмахиваться, думать, показалось или нет, это не жизнеспособно. Может быть, вы себя еще не изучили так, как должно. А тем не менее, вот эта карта говорит, будь-ка ты осторожен. А ведь бывает такое, правда? Вы просто в разговоре с кем-то поделились и думаете, я же ничего не рассказал, не рассказала. А человек уже поймал на ухо вашу идею, и потом бывает очень обидно, когда другой это реализовал, а вообще-то это было твое, и сказать нечего, да? Вот какая-то такая история у вас может быть. Поэтому берегите себя, берегите свои идеи, свое творчество где-то, ну, я бы сказала, навыки, ресурсы, ваши умения, ваши таланты. Не случайно же нам человек показан, который буквально непонятно, кстати, что он делает. Не то закрывает грот, не то открывает. Вот и вам придется анализировать, кому вы откроете двери, кому вы будете доверять,
а перед кем это следует закрыть. Может быть, и буквально, если речь идет о новых людях, то тут тоже явно стоит подумать. Вот вы как маги и волшебники, смотрите, еще один туз. Мне хочется сказать, у вас эти 10 дней будут важны именно тем, что это как дни шанса, возможностей. И пусть эта возможность начинается с внутреннего инсайта. Нам показан человек, который пассами, вот я говорила, метаморфозу, вы себя можете удивить, и даже кого-то. Но это нужно сделать как-то очень элегантно, красиво и явно не во вред себе, но и так, чтобы что-то осталось при вас. Вот как какая-то тайна. Вот мне думается именно так. А что же это такое? Ого! Да тут все серьезнее, чем вот начало, да, из этих 3 карт. У вас на кону солнце, какой-то прогресс. Прогресс может быть в вашем деле. Вот, мои дорогие, может быть, у кого-то не идет бизнес или какое-то творчество, или вот, ну, что-то не стыкуется. И вот все то, что я говорила, для вас откроет как раз совершенно какую-то новую, может быть, как степень вашего участия в чем-то. И от этой степени у вас будет совершенно, к примеру, даже другой доход. Перед вами откроются, да тут вообще дверей нет, карта Солнца. С другой стороны, мы можем даже, знаете как, столкнуться с тем, что, ну, случайно, например, вам что-то предлагают. Вот все же туз Пентаклей мы можем характеризовать как это альтернативное предложение. И вам хочется, может быть, даже и заниматься этим, но тогда будьте осторожны. Вы можете столкнуться с такой ситуацией, сказать себе самим, что нет, это на завтра, и тогда это не надо. Вот тут явно к чему-то нужно приступить. Солнце на кону, потому что вы как будто решаете и решаетесь на что-то. Делаете, может быть, осторожный какой-то шаг, но в последующем это почти до конца года. Будет, знаете, какая-то более стройная траектория, когда вы будете видеть плоды труда своего. Тут ведь тоже иногда, знаете, как Солнце – это карта нашего эго. И вот по первому триплету мы же можем сказать «нет, я еще подожду удобного момента». Или «я еще, ну, не готов, не готова». Тут тоже. Или «я так не думаю, меня это не устраивает». А тут какое-то среднее арифметическое вам явно придется принимать. И проделать этот путь в одиночку, отшельник. Вот люблю эту карту, кто бы что ни говорил, именно за то, что никто не мешает. Вот это, наверное, знаете, как знак судьбы. Не помешай себе. Не помешай себе, может быть, как где-то, когда мы много говорим о том, что мы собираемся делать, как тиражируем. Помните, счастье и удача любят тишину. Но и все же, если это ваша какая-то идея, задумка, то, знаете, чем меньше люди знают, тем вы лучше спите, мои дорогие водолеи. Ну, правда, вот это я так вижу. Но я все равно достану еще дополнительные карты. Это точно. Вот у вас сейчас, смотрите, для кого-то из вас это будет подсказка, отшельник. Может быть, экономик где-то с деньгами. Деньги как будто есть. У вас будут именно в последние 10 дней. Вы прочувствуете свою ресурсность. Это факт. Но карта будет говорить, особенно отшельник. Это же дервиш, смотрите, он босиком идет. Для него идея важнее. Пентакли, будем говорить. Вот такие 2 карты. Так вот, может быть, как раз от какой-то идеи приходят деньги. А может быть, вот эту идею нужно развить, потому что это на какой-то по аркану Солнца более длительный период. Возможно, деньги, мы говорим, один из способов взаимодействия с миром и где-то исполнение наших желаний. Но ведь это правда, правильное отношение, да, к деньгам. Не деньги ради денег, а именно для того, чтобы что-то осуществить свое или воплотить свою мечту. И вот как раз королева Пентаклей, она отличается тем, что сказку сделать былью умеет. Из какого-то хаоса и бардака отстроить новую организацию собственной жизни и новый порядок. Вот вам что-то подобное предстоит. У кого-то это по работе, но у кого-то, может быть, и в личной жизни. Может быть, буквально это будет связано с местом вашего проживания, пребывания или с тем, что вы планируете. Здесь вот нужно, может быть, и план минимум, и план максимум создать на какую-то более далекую дистанцию. И быть именно практиком. Мало вот эту идею зацепить. А вот вам ее нужно воплотить в жизнь. Иными словами, вот такой знак судьбы вам нужно
Как будто загорелся водолей идеей или рассмотрел какой-то альтернативный вариант, так ты и на завтра это не отложи. Причем сделай как-то это красиво, элегантно, чтобы, может быть, даже, ну, никто не знал, или только доверенные лица. Но все равно нам тут вот именно один человек показан, а потом продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Что же там за поворот событий вас ожидает? А вот по Луне это какие-то сумерки. Слушайте свою интуицию. У кого-то это будет касаться, может быть, перемены, которые связаны с родственниками, с близкими, восьмерка мечей. Может быть, какая-то нерешенная задача вот по поводу даже родственников или далеких, или по поводу дома. Здесь вы можете и так, и сяк думать, потому что явно что-то тут не совсем складывается так, как вы бы этого хотели. Или кто-то будет думать, что меня сейчас удерживают именно дела домашние. Вот все то, что я сказала. Вам снова выпадает аркан колесница. Перемены на пороге. Мы спросили, какой поворот событий. Да тут прямо резкий поворот перемен. Здесь, правда, не упустить какую-то возможность, ведь эта карта всегда нам говорит тебе отсюда полный вперед. Это карта успеха, это карта жизненного драйва. Ну и энергии, как я говорила, до карт будет больше, потому что Солнце в Овне. Я вам должна сказать, вот по королеве Пентакли у нас Венера тоже имеет такую конфигурацию до конца марта в Овне. И это, знаете, больше активности, хотя Венере не очень как бы комфортно в Овне, но это, знаете, где-то влияет на то, что не просто сама идея у нас присутствует, а когда мы ее именно хотим на практику переложить. И поэтому, если Овен, да, это мы знаем, что это драйв, это активность, это жизненные силы, это вот огонь в сердце, желание что-то осуществить. А Венера нас так немножко, ну, так приглушает вот такие сильные энергии, чтобы этот импульс, он не растворился в никуда, да, вот как, знаете, вспыхнул, как бенгальский огонь, и потух. Нет, а чтобы именно это как-то прошло на практике. Вот у вас определенно есть какой-то смысл, но, по сути дела, ваша жизнь уже начинает меняться. И, может быть, у кого-то из вас то, что вы сейчас, вот как, да, по этой карте, мы можем думать, но я еще подожду, или да у меня ничего не меняется. Карты ведь сказали поворот событий. И по этим двум картам вы можете испытывать очень сильное разочарование в чем-то. Потому что либо что-то не пошло, конечно, по этой карте искаженного восприятия могут быть внутренние страхи, получится, не получится. А Луна не дает гарантий, понимаете? Но это старший аркан, а вам еще второй старший аркан, который говорит, все равно иди, дорогу осилит идущий. Так что идет в вашу жизнь, что идет на ваш порог, удивительно. Вот смотрите, у вас старшие арканы выпадают. Новый жизненный этап. Вообще все будет меняться. Это может быть даже и внешние какие-то перемены. Тут какой-то алгоритм как будто начинает работать, может быть, судьбоносный. Что там прописано в вашей книге судьбы? Ну, давайте еще одну карту достанем. Но все равно нам говорят, вот если Венера, да, и мы говорим практика. И если мы сказали, что финансы тут вот могут пригодиться, четверка пентаклей, это точно. То есть мы идем вперед, но создавая тылы и подушку безопасности. Может быть, для кого-то из вас это и будет как раз тот проект, который вам принесет признание, успех. А по этой карте признание и успех, но одновременно и стабильность финансовую. По сути дела, вы будете более уверены. Может быть, как раз и закончится вот по пятерке кубков какие-то разочарования. Для того, чтобы их завершить и перейти, да, от пятерки к десятке. Может быть, и придется с кем-то вам договариваться, может быть, и с близкими. Может быть, это опять же родственники. Тут вот я могу прослеживать, пусть вы даже один или одна, но, может быть, какие-то известия от ближних, от близких, от знакомых, от тех, которые, ну, все равно ближайшее окружение, они могут каким-то образом вас удерживать. И вот тут именно вам ничто не мешает, а и как вы, может быть, чувствуете меру ответственности, мои дорогие водолеи. Вы ответственные люди, вы можете думать, что, ну как вот я так поступлю, мне как будто нет сил, нет возможности именно заняться тем делом, которое бы я хотел или хотела. А вы знаете, это вы надумали.
Я понимаю, что бывает и работы много, а у кого-то, может быть, и уход за пожилыми родственниками. Я этого тоже не исключаю. Но вот, понимаете, не забыть о себе. Вот, наверное, это ваша задача. Может быть, так совпало, что и есть какие-то сложности, но и есть вот этот самый шанс. Согласитесь, в нашей жизни никогда так не бывает, что шанс приходит в тот момент, когда мы сидим и ничего не делаем. Чаще это бывает, когда мы и так загружены выше головы. И это, знаете, как испытание судьбы, потому что мы каким-то образом, вот именно в такую минуту, не должны забыть о себе. Ну вот вы, мои дорогие, любимые водолеи, новаторы, и буквально вот это какая-то внутренняя революция, как будто в хорошем смысле, от плохого к хорошему оно должно произойти в вашей судьбе, в вашей жизни. Тут, правда, никак нельзя о себе забыть, никак нельзя оставить на потом. Что-то у вас такое время, вот этих 10 дней, которые может быть очень знаковое, что прояснится. А нам как будто карта говорит, что вот само по себе ожидание, оно ничего не решит. Потому что тут ворвутся в твою жизнь такие события, такие новости, когда впоследствии ты себя поблагодаришь, что ты именно сейчас на что-то решился или решилась, или когда ты, по крайней мере, первые шаги осторожные делаешь. Может быть, вы будете просто что-то узнавать или понимать, искать как бы варианты. Если я поступлю так, как будет работать закон в отношении меня. Ну пусть даже вот так вот банально, да? Как будто прицеливаться, как будто уже именно альтернативный вариант рассматривать, спрашивать у себя, а что будет, если завтра что-то поменяется, и как я тогда поступлю. И вы понимаете, вот слушайте, кстати, свою интуицию. Аркан Луна ведь будет говорить, у тебя, Водолей, тебе может приходить, ну, такой внутренний инсайт, интуитивный, и ты можешь отмахнуться, сказать, нет, вот именно показалось. А по факту то, что сейчас не укладывается в логику, но идет через интуицию, оно как будто так и произойдет. Ну и может быть, что прояснится совсем скоро, будет жизнь как сплошной драйв, потому что по этой карте это карта скорости, быстрых перемещений, быстрых, ну, как и смены событий, так и мы постоянно где-то будем корректировать планы. Но это идет все, ведет к празднику после победы. Правда, не упустите. Ладно, личная жизнь, что тут нам расскажут? Опять же, нам говорят у жезлов, карта шанса, и это всегда неожиданное известие, да, вот которое непонятно откуда взялось, как вот этот жезл из костра, колода ведьмочек, и вот встала наша ведьмочка, и это как вообще такое может быть? Может быть, это по части личной жизни. Тут у каждого свое какое-то известие или какой-то поворотный момент. Не хочется мне доставать дополнительное, потому что смотрят меня разные люди. Опять же, старший аркан, да еще и вдобавок аркан силы. И все то, что я сказала. Стало быть, вы можете не просто... Может быть, начнете, да, менять что-то по части творчества, работы, ваши достижения. А тут ведь для кого-то из вас и личная жизнь может измениться. Или даже наоборот, меняется личная жизнь. И перемены происходят и в вас самих. И следом вот перезагрузка у вас какая-то идет. Но я бы сказала, это только начало. Начало вашей популярности, признание ваших заслуг. Когда вы сумеете раскрыть свои таланты, мои дорогие. Я смело скажу, что для вас на 7 лет вперед будет очень знаковый период. Почему? Потому что ваша планета-управитель Уран 26 апреля, считайте это через месяц, перейдет в знак зодиака Близнецы. И если прежде был в Тельце, и в Тельце не очень было уютно, ну, тяжеловесный немножко Телец, хотя надежный, это да, ничего не скажешь, это правда. Но что касается Урана, ему, конечно, так поприятнее в Близнецах. Так вот тут действительно мы все ожидаем какой-то драйв, но вы-то ведь это прочувствуете как-то особенно. И поэтому 7 лет последующих для вас могут быть знаковыми годами вашей жизни. Ну, а, видимо, если мы о 10 днях пока с вами говорим марта, это, знаете, как подготовка, потому что тут осталось нам совсем немного, и вам нужно будет с чем-то определиться. Как будто карты говорят, время пошло. На ваши достижения много людей, которые
Вы знаете, хочется сказать, кто в лес, кто по дрова. Вот есть в русском языке такая поговорка. И тут точно. По этой карте мы сталкиваемся с теми людьми, которые, ну, несколько противоречивы. Те люди, которые быстро меняют мнение, с которыми сложно договориться, потому что сегодня утром думал одно, к вечеру он уже забыл, о чем думал утром. Вот такое я не исключаю. Может быть, и в принципе карта говорит о том, что очень много информации, которую вам надо перепроверять. Ну, шанс, мои дорогие, когда в моих раскладах, тем не менее, даже вот давайте закончу мысль. Тут две у меня мысли. По пятерке жезлов это может быть, да, как много информации. Я сказала, информационного хаоса. Это карта. Но даже в этом каком-то информационном путанном потоке здесь есть какое-то рациональное зерно. И второй момент. Когда в моих раскладах вот эти две карты выпадают как бы одинаковые, два туза пентаклей, но в разных колодах. Это тоже как знак судьбы. И все то, что я говорила с самого начала, может быть, карты нам раскрывают и дополняют. Я уже много раз сказала сегодня, карта шанса, карта возможностей. Так это, наверное, не случайно. Карты вам такие знаки подают. Водолей, не упусти чего-то. Это может быть действительно связано с получением известия, бумаги, какого-то предложения или сообщения. Пусть человек вам приносит эту новость, или пусть у человека что-то меняется. Вот, кстати, а он вам говорит, что ты знаешь, вот у меня так-то и так-то, но что-то поменялось. Так вот даже в этом для вас шанс. Деньги, рыцарь Пентаклей. Это тот, кто едет медленно. Не торопись тратить деньги, не торопись во что-то. Тем не менее, инвестировать. Тут явно нужно что-то просчитать. Как будто вот такая история вам по судьбе. Еще один старший аркан. Более того, все же мы смотрим на финансы. Когда рыцарь Пентаклей в моих раскладах выпадает, у вас есть человек, который может вас выручить деньгами. И второй момент, он вам может дать дельный совет. Тут есть в вашем окружении, и вы, кстати, можете на этих людей или на человека конкретного даже не то, что не рассчитывать, даже не думать, не предполагать. Задача найти такого человека. И если, мои дорогие, вот упирается решение вашего вопроса либо в деньги, либо, может быть, как создать какой-то документ или как поступить в нужной ситуации. Потому что это, как и люди ресурсные, есть в вашем окружении, раз. Но тоже карта говорит, что есть люди, которые знают толк в каком-то деле. Потому что либо они сами сталкивались с подобной ситуацией, и дельный совет могут дать, или человек конкретно, может быть, в силу служебных каких-то возможностей знает, как вам правильно поступить. Вот это как совет. И у вас, посмотрите, это все по судьбе. Тут с нужными людьми вас будет где-то сводить судьба, я этого тоже не исключаю. Ну и все то, что я говорила об астрологии, о этих транзитах, это действительно для вас судьбоносное время. Мы говорим часто по иерофанту, как по судьбе. И здесь, может быть, даже для кого-то по судьбе именно решить какую-то денежную тему, ну и, к примеру, закрыть кредит, да, который вас какое-то время тянет назад, или получить какой-то финансовый документ, или пусть документ вовсе не финансовый, но именно на финансы он вам как-то откроет перспективы, потому что по карте Иерофант у нас все-таки проходит, ну, как структура, или... Ну и власть тоже проходит, безусловно. Это порядок, это традиция, это то, что принято. И вполне вероятно, вот у вас есть на кого опереться. А может быть, где-то карта одновременно говорит о смене вашего статуса, мои дорогие водолеи. Я этого тоже не исключаю. У кого-то может быть смена статуса через личную жизнь, а у кого-то через ваш труд, достижения, творчество. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.